Всем привет, ребят! Вы находитесь на канале FIFA by Girl, с вами Марина, и сегодня мы обсудим вчерашнюю встречу между Вест Хэмом и Манчестер Юнайтед. Ну что, ребят, для начала просто как же собрался Манчестер? Это была победа на классе для меня лично. Это была победа имени Давида де Геа, имени Джесси Лингарда и, соответственно, естественно, уже ставшим для нас символом снова Криштиану Роналду. Защита отыграла, процентов на 60. Очень явные ошибки были у Магуайра. Не знаю, с чем это связано. Смотрела матч, также стрим был. Метров с 5, отдавай пас не хочу. Нет, он отдает в пределах 5 метров, не отдает своему, отдает куда-то туда, там, за ворота, не знаю, нервы, что ли. Я не могу это объяснить, правда. Это не подвластно объяснению. Профессионалы такого уровня должны собираться и справляться с эмоциями. Возможно, что-то пошло не так в тот день. Особо ругать никого не хочу. Естественно, в концовке все, наверное, как и все, не знаю, злились на Люка Шоу, потому что играть вот так вот, когда мяч попадает тебе сюда, ни в коем случае нельзя. Играет всегда руками назад. Я не знаю вообще, на каком основании он так... Что у него в голове было, почему он так решил сыграть, я без понятия. Ладно, сейчас кратко было, а теперь поподробнее. Во-первых, Манчестер Юнайтед поднялся на 3-е место. Вест Хэм на 8-м. Челси и Ливерпуль на 1-2 местах. Пока без поражения МЮ. Очень был близок к ничьей. Но тут, кстати, закономерно была ничья для меня, потому что и те примерно были равны. Манчестер, конечно, поддавал, напирал. Но все как закончилось, так закончилось. О составах. У Вест Хэма в воротах Фабиански. Защита справа налево Цоуфл, Зума, Акбонна, Кресвелл. Центральная линия Форнальс, Соучек, Райс, Влашич. Нападение Боуэн и Бенрахма. На него записали гол. Там на самом деле был автогол от Варана, но записали на Бенрахма. Ну и ладно. Состав Манчестера. Давид де Геа в воротах, Люк Шоу, Магуайр, Варан, Ван-Бисака. Это линия защиты слева направо. В центре обороны Фред и Мактоминей. Слева направо линия атакующих полузащитников Погба, Фернандеш и Гринвуд. И на ФРВ чистый форвард это Криштиану Роналду. Линии защиты я сказала. Единственный, по-моему, кто там более-менее грамотно смотрелся, вот прям четко, Ван-Бисака. Линия полузащиты. Фред, Мактоминей. Мактоминей хорош. Фред допускает ошибки, выполняет черновую работу, но не так заметен, конечно, потому что у него объем работы другой. Он не такой, конечно, прям опорник, как ярко выраженный, как Мактоминей. Он и в созидании, и в разрушении, но все-таки Фред, на мой взгляд, это слабое звено для такого Манчестера, слабое. Вот был бы здесь Деклан Райс, возможно, было бы просто... Он и ростом выше, и... Возможно, было бы зацементированное поле. Центр поля был бы зацементирован. Погба слева. Я этого не могу понять, почему он слева. Придет Решфорд, наверняка он будет слева. Санчо, они там будут меняться. Санчо сейчас не в форме, об этом позже. Гринвуд справа, а Погба, наверное, на ЦП пойдет. Не знаю. Вот тоже головная боль, как кого расставить. Но окей. Глубина скамейки тоже прекрасна. Тем более Погба хочет покинуть МЮ, может быть, последний сезон. И да удачи с ним. Гринвуд хорош. Фернандеш, как всегда, прекрасен. Роналду, как всегда, великолепен. По поводу замен. На лавке были Эрик Баи, Хуан Мата, Марсиаль, Лингард, Далот, Хитон, Джейден Санчо, Немани Матич и Донни Ван де Бек. Покинули поле Фред, его заменил Матич. Ушел Погба, его заменил Джесси Лингард, и ушел Гринвуд, его заменил Санчо. Санчо пока что не нашел себя, не в форме такой вот прям потрясающей, чтобы сказать, да, это игрок старта, это игрок Манчестер Юнайтед. Дортмунд — это Дортмунд. После Германии, как мы знаем, не все заигрывают, вспомните Тима Вернера. К Санчо у меня пока 50 на 50 отношений. Я не всегда хотела этот трансфер, да, я хотела, чтобы он пришел, когда... скидку сделали, потому что за 100 миллионов брать его, это перебор. А за 50, сколько там его, за 7 взяли, я не помню, честно, это нормальная цена. И плюс, может 75, и плюс он старается, да, он старательный, выполняет все требования, которые на него там возлагаются, но
эффекта мало, пока выхлопа мало. Как будто еще сыгранности не хватает, естественно, он только пришел в клуб. Хочется от него больших результатов. Конечно же, всем болельщикам. Но все-таки, как бы это ни оказался кот в мешке, вот это меня пугает, но, настораживает, так скажем. Но я все-таки рассчитываю, что Джейден Санчо соберется. То есть, такой необходимости в этом трансфере я не видела, потому что есть Решфорд и Гринвуд. Но, опять же, Гринвуд, он тоже нестабилен, Решфорд сейчас травмирован. Поэтому прекрасно, что он пришел к нам, и я надеюсь, что реально заиграет. Так вот, он вышел. Я, правда, тоже, как Елагин, думал, что это Санчо бьет. С общего плана оказалось, что это он. А забил Лингардини. Но Лингардини это мой любимчик. Я хочу сказать, что я всегда к нему относилась так, с такой иронией, с симпатией, да. Мне нравилось его отношение к жизни, я смотрела в интервьюшке, он такой весельчак. Мне не нравилось, что он забивает на Манчестер, что он больше занимается другими делами, не футбольными. Так вот, после того, как он ушел в Вест Хэм, давление было меньше в аренду, на него ничего не давило, он психологически разгрузился, набрал форму, в сборную тоже вызывался, и вот договорился, что Манчестер будут давать ему время. Он мог бы в тот же Вест Хэм переходить, но я так понимаю, он захотел сам в МЮ остаться. И для глубины скамейки тоже, да, Манчестер решил его не отдавать пока. Я думаю, там обоюдное было желание. Так вот, взялся за голову, причем с приходом Криро, естественно, никто не хочет на планку ниже выступать. И я знаю, что Лингардиньо может, просто ему надо... Даже не уверенность у него есть, просто надо ему умение, что ли, чаще поворотом бить, не знаю, он может. В Вест Хэме он прекрасно играл, феерил, я бы сказала. Поэтому к Джесси у меня отношение такое, да, его там ругают за Young Boys, но нет, это чувак, который способен. И пусть он выходит с лавки, пусть таким Джокером будет, он заменил Погба и сделал гол. Это ли не прекрасно? Джесси я люблю. Главное, чтобы он занимался футболом, а не всякой ерундистикой. Вот и все. Донни Ван де Бек, бедолага, сидит на лавке. Ему, я считаю, это такой же трансфер провальный, как и у Челси Вернера. Это не его клуб. Никак он себя не проявляет. Если только Погба уйдет, тогда, может быть, будет шанс у Донни. Но пока печаль. Ему бы в аренду уйти, но он сам захотел остаться. Но Марсиаль тоже игрок не всегда выдающийся. То есть он даже в этой игре не вышел. Ну, понятно, тут на усиление надо было. Не снимать же Роналду. Только если бы Роналду налево уходить, а Марсиаля выставлять на ФРВ, но не захотел чистым форвардом его видеть Ули Гуннар Сульшер. Марсиаль тоже, мне кажется, не уровень Манчестера, он давно уже поплыл, но иногда что-то показывает. То есть из всех этих ребят, Лингард, Санчо и Марсиаль, Донни Ван де Бек, я бы сказала, что из всех них мне всегда нравился Лингард. Вот чисто по... чувство какое-то есть, что человек способен. Санчо, я думаю, соберется. Это человек очень не глупый, может справиться. Единственное, что хочется, чтобы побыстрее адаптировался. Гол, который забил Вест Хэм, красивый. Гол с рикошетом. Бенрама забил. Хотелось бы, конечно, чтобы оборона более слаженно действовала, но как получилось, так получилось. Зато последовал быстрый ответ в исполнении Бруно, который подавал на Криштиану, и Криштиану, который быстро забил. Но там было подозрение на офсайд, я честно не знаю, потому что с того ракурса, который нам показывали, я думала, что это офсайд, потому что там рука, но чуть-чуть коленка зашла. Ну, сказали, не было офсайда, значит, они с других ракурсов посмотрели. ВАР, хорошо. 3 момента было в обзоре ОКО, я, кстати, это не увидела в полноценном 9-минутном. 3 момента, где рубили Криштиану во втором тайме. На нем нарушали правила. Это я так считаю, болельщики Манчестера. Аткинсон судил, да? Он так не считал. Он сказал, что все было очень четко, никаких пенальтиков вам не будет. На Роналду 3 раза нарушали правила. 1 раз он ногу, колено в колено пошел. Защитника сказали, что типа нет. ВАР подключился, этот судья сразу сказал, нет пенальти. ВАР посмотрел, нет, типа не надо смотреть. Хотя судья мог посмотреть. Типа смысл такой, так понимаю, что Роналду пошел на этот конфликт намеренно. Но там такая динамика была. В динамике казалось, что это обычный стык в штрафной. Ставь пенальти. Посчитали, что нет. Хотя я считаю, что это пенальти. Во втором эпизоде я, честно, не помню. Наверное, там не так было явно. А в третьем тоже 50 на 50, но там Елагин усомнился, что это не пенальти. Он сказал, скорее всего, пенальти, но там тоже не стали смотреть, потому что там
ногу выставил, по-моему, Зума, что ли, я не помню, честно. И Роналду уже падал, но якобы он ныряет. Все показывают, что он дельфин. Я считаю, что уже у него достаточно хорошая репутация по сравнению с тем, что творилось до, но вот в Англии так к нему и пока что относятся. Ну, окей. Да, знаем мы, что в игре с Young Boys он требовал пенальти, но окей. Здесь, я думаю, один пенальти добыл. Первый тайм закончился 1-1, второй тайм примерно равная игра, моменты и у тех, как и в первом. Влашич в первом, по-моему, тайме еще бил, был бы порасторопнее, забил, потому что там Де Геа стоял на месте, но он с левой ударил по воробьям. В общем, примерно равная игра, косячила защита Манчестера, Вест Хэм убегал в контратаке, они выступали, ну, они очень крепкий клуб, все знали, что будет тяжелый матч у Манчестера, но Вест Хэм выступал, ну, номером 2, наверное, на контратаках, хотя Манчестер там доминировал только во втором тайме уже, в концовке, как мне показалось. Так вот, выходит Джесси Лингард и минут через 5-7, наверное, примерно так, навскидку, забивает Голясо. Это было на 89-й минуте. И он, сейчас я скажу по хронологии, чтобы не ошибиться, на 73-й выходит. Ага, на 73-й, значит, через 16 минут, да, позже он забивает на 89-й. Так вот, он забивает гол очень красивый. Гол невероятно красивый. Там Фабианский не мог выручить. Напомню, что у Роналду было несколько моментов, там Фабианский тащил. Но тут прям... Ну, один точно у Роналду был серьезный момент, там Фабианский выручил. Тут Лингард забивает, красоту кладет, и Лингардини взялся за голову, это прекрасно. И тут через, буквально пару минут, даже меньше, Люк Шоу играет рукой. Пару минут, наверное, прошла. Опять же, вот играй ты руками назад. Что ты делаешь? Зачем? Тут Аткинсон решил побежать посмотреть ВАР. Хотя, видно было, что мяч отскакивает от руки. Видно, когда мяч отскакивает от руки, сразу ты видишь по неестественному отскоку мяча. Окей. Аткинсон пошел 3 раза, он смотрел. Там всем было ясно, что это пенальти, конечно. И, на удивление для всех, выпускает Дэвид Мойс Нобла, который не размялся, ничего в игре не поучаствовал, просто вышел в концовке чисто на пенальти. У него оставалась замена, он выпустил Нобла, снял Боумана, по-моему, и Нобл бил этот пенальти, который в итоге не забил. Это невероятная ответственность, человек опытный, человек-капитан команды все-таки, который сейчас в силу возраста на лавке больше времени проводит, но сослались на его умение бить пенальти. Давид Де Геа отбил, я поначалу подумала, что он по удару действовал, пересмотрела повтор. Давид Де Геа до удара уже, он гадал, он прыгал. Я вообще была уверена, что он останется стоять по центру, потому что это Давид Де Геа. Мы знаем, как он пенальти, это не его история. В игре просто в матче он тащит, а вот именно в пенальтиках там в этих он может стоять, как мы знаем, эта серия была с Вильяреалом злополучная, к сожалению, да. А сейчас он прям по удару и остался бы на месте, по центру удар был бы гол. В общем, угадал Де Геа, очень здорово сыграл, еще и не в девятку послал мяч Нобл, то есть если ты надо бить наверняка, надо бить девятку. Там лучше под перекладину, окей. Не забивает, все, это победа имени Давида Де Геа, я считаю, потому что реальные моменты были там еще у них, но я бы не сказала, что прям такая доминировала так Вест Хэм, нет, просто примерно равная игра, тут ближе ничья была, чем победа МЮ, но Манчестер выиграл и набирает 3 очка. По статистике матча 13 ударов у Вест Хэма, 17 у МЮ, 4 в створ, 10 у Манчестера. На ваших экранах статистика, вы все можете видеть сами. Манчестер переиграл, да, но Вест Хэм, на той Вест Хэм, он очень крепок. У Вест Хэма, кстати, первое поражение, между прочим. Что касается прогнозов дальше, думаю, надо, чтобы побыстрее пришел в себя Санчо, чтобы побыстрее выздоровел Маркус Решфорд, и тогда уже будет посильнее атака. А обороне, что я могу сказать? Надо сыгранность побольше. Я не знаю, почему такие глупые ошибки иногда совершают наши защитники. Потому что Люк Шоу, он в хорошей форме, я не знаю, что с ним, правда. Не могу объяснить. Так что, ребят, Бруно тоже момент имел в первом тайме, там в штангу попал. Я говорю, 50-50 где-то был матч.
Но Манчестер показал свое превосходство благодаря игре, победе на классе. Пишите свои комментарии, что вы думаете по поводу этой встречи, были ли там пенальти на Криштиану Роналду, и как вы думаете, как дальше будут обстоять дела у Манчестера. Понятно, что во встречах там с Ливерпулем, с Челси придется не так просто, но вот с середняками очки надо брать. К сожалению, вот с Саутгемптоном потеряли тогда очки, ну как и Сити это сделал, ну да ладно. Все, ребят, всем большое спасибо, увидимся в следующих выпусках. Поддержите меня лайком, комментарием и подпиской, развиваем канал. Увидимся с вами скоро в следующих выпусках о Красных Дьяволах. Всем пока. Салют. Арба. Болейте. Только футболом болейте за своих.